В этом видео я покажу вам сразу 4 заброшенных места в Португалии, каждое из которых уникально. Колоритная заброшенная вилла, где мы нашли множество старинных предметов. Вилла с невероятным архитектурным ансамблем и неизменным предметом каждой заброшки. Кладбище самолетов, где заброшенными оказались не только они. И заброшенный аквапарк, где в здании администрации мы нашли очень неожиданные вещи. Меня зовут Анатолий, я путешествую по миру в поисках удивительных заброшенных мест и желаю вам приятного просмотра. Подойдя к первому объекту, заброшенной вилле, у меня сразу пробежали мурашки по коже. Она выглядела чертовски атмосферно. У центрального входа я увидел колодец с необычным устройством для набора воды. Я-то привык просто кидать ведро в колодец, а тут нечто новенькое. Пока я снимал колодец, парни искали вариант попасть внутрь. Ох ты, блядь, мой рост не позволяет мне. Нет. Ну, блядь. Проникновение бегемотика. Дурак. Друзья, судя по всему, мы оказались на какой-то вилле. Прямо в центре когда-то был фонтан, но сейчас он выглядит как в голливудских фильмах про зомби-апокалипсис. А там, где мы залазили, построена полноценная двойная будка для собак. Прямо на стене здания, похоже, была икона. У любителей заброшенных мест есть своя градация крутости. Как правило, чем лучше сохранилось место и чем больше предметов быта и интерьера осталось, тем место считается круче. Я с этим согласен, но лично для себя я не могу не выделить места, подобные этому, которые уже начала поглощать природа. Поросшие мхом и растениями стены, покрытые пылью предметы, камень, который разрушается под влиянием силы природы. Все это выглядит очень красиво, и я наслаждался этим местом. Тут, видимо, была какая-то веранда, такой импровизированный балкон с видом на город. А тут что было? Непонятно, что было. Может, еду с кухни поднимали сюда на балкон. Вот так вот вилла выглядит с балкона. Вот мы и внутри здания. Тут чудом сохранился интерьер до сих пор. А где датчик, Дима, ты говоришь? На стене. А, вот вижу. Я не думаю, что он рабочий. Что-что? В таком месте я не думаю, что он рабочий. Посмотри на эти провода. Друзья, поддержите канал подпиской на Boosty всего лишь от 50 рублей в месяц и получите доступ к эксклюзивному контенту и не только. Подробности в описании. Судя по всему, это была кухня.
Маленький такой умывальничек. Миниатюрный. О, подвал. Ничего себе. Пол совсем печальный. Даже боюсь на него наступать. А вот в подвал можно спуститься. Ого, ничего себе бочка. Тут был винный склад, смотрите. И эта бутылка все еще полная. Но, конечно, то, что там в ней образовалось, никто не станет пить. Но бутылки до сих пор закрыты. Возможно, эта бочка как раз для вина была. Внизу краник. Хотя вроде в металлических вино не держат. Но, может, я ошибаюсь. На втором этаже, видимо, были спальни. Вижу сундук. К сожалению, пустой. Но оформлен классно. Смотрите, сверху чья-то кожа. О, смотрите. Гостиная. Ох, ничего себе. Вот это раритет. Это, по-моему, даже работает. Это какое-то необычное пианино. Или может даже не пианино. Не знаю. Еще одно. Ничего себе. Офигеть. Смотрите. Портреты жильцов. У каждого дома есть своя история. История его жильцов, порой трагичная, но, к сожалению, редко удается узнать, кто здесь жил, чем занимались, почему место стало заброшенным. В таком случае нам остается лишь наслаждаться этой атмосферой и уважительно относиться к самому месту, ничего не трогать и не ломать. Это у нас, друзья, пристройка на территории. Возможно, был гараж, судя по резине висящей. Яма. Ну да, автомобильная яма, понятно. Гараж был. Всякая всячина здесь валяется по сей день. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм, там куда больше информации и живое общение со зрителями. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Мне кажется, вино люди, которые здесь жили, когда-то очень любили. Судя по этой кормежке, мне кажется, это был загон такой небольшой, может быть, для лошадей. Опять же, это мое предположение. Вот она, друзья, картина мощи природы. Друзья, а какие заброшенные места больше нравятся вам? Вот такие, где под воздействием природы вещи уже начинают покрываться плесенью? Или нетронутые и не подверженные воздействию природы? Лично мне трудно определиться на 100%. Такие места, как эта вилла, с одной стороны, эстетически выглядят круче. Конечно, на мой взгляд. А с другой стороны, в нетронутых местах интересно изучать и рассматривать предметы, быт, книги. Что больше нравится вам? Напишите в комментариях прямо сейчас, а то потом забудете. Димон что-то нашел. Ух ты, нифига себе. Вот это находочка. Давай, Димон, доставай. Охренеть, я уже вижу отсюда, что это просто Unreal. Какой год?
Давай посмотрим вместе. Давай посмотрим. А вот по угол. Давай сюда, да. Сейчас. Подожди, это не первая страница, по-моему. Так. С автографом. Интересно. Так, какой же год? Непонятно. На обложке, возможно. Париж, Франц, видишь? Португаль, Францис. Угу. Это словарик. Блин, тяжело в перчатках переворачивать. Здесь нет года, может быть в конце есть. Тут тоже нет. На торце посмотри, на переплете на самом. Но видно, книга и минимум 100 лет, если не 200. 1885. Да, это, видимо, просто второй том был. А ну, положи, чтобы можно было снять нормально. Вот, друзья. Сейчас. Вот видно, 1885 год. Париж. Вот такие вот раритетные находки иногда встречаются в заброшенных местах. — 811. Нифига себе. И больше 200 лет этой книги. Охренеть. Если это видео попадет в рекомендации на широкую аудиторию, предвкушаю десятки комментариев о том, что мы украли эти книги и продали их за хулиард евро. Так, погодка испортилась. Двигаемся к очередному месту. Возможно, они с другой стороны, потому с другой стороны спокойно выйти. Тузик. С другой стороны здесь Не Иди видно сюда. ствола, есть. Малышка такая. Она, кстати, довольно ухоженная, смотри. Иди сюда, не бойся. Зацепилась, куртка сзади зацепилась. Сашка, давай. Давай. Давай, Саша, бегом. Давай. Ступенечка. Нет. Погодка прям шепчет. О, нифига себе. Смотри. Там склад какой-то здоровенный чего-то. Нифига себе. Ух ты, ё-моё. Да. Есть там проход дальше? Нет. Ну как нет, двери, блядь. Ну, не, есть вроде, да. Но это что-то заброшенное, это не похоже на продукцию. Какие-то старые журналы. Смотри, посуда. Тут тоже какой-то склад. Куча макулатуры. Собачка решила с нами прогуляться немножко. Игривая такая, уже не боится. А вот и наша цель. Небольшой заброшенный особняк. Я отвернулся, короче. Слышу шипение какое-то. Пацаны резко убежали в сторону. Летучая мышь на полу лежит и шипит. Что-то то ли ей поплохело, то ли хер его знает. Все так шуганули сразу. Год постройки этого дома 1996. А эта надпись переводится как: если ты пришел в этот дом с миром, то тебя здесь примут. Ну, это примерный перевод. Друзья, смотрите, здесь во дворе
такой вот очень атмосферный фонтан когда-то был. С двух сторон ведет лестница на второй этаж. Тут что-то мыли, может обувь, может ноги. Кранов уже нет, но судя по трубе, они здесь раньше были. Зайдя с улицы, я попал в какое-то большое помещение. Я так понимаю, это была одна из дверей в дом. И она закрыта. Нужно будет подниматься со второго этажа. Поднимаемся на второй этаж аккуратненько, чтобы машины с улицы не спалили. В первой же комнате можно наблюдать потрясающе красивую отделку. И, конечно же, пианино. Предмет, который должен быть на любой заброшке. Работает. Кухня. Дом внутри, к сожалению, оказался полностью пустым. Думаю, те вещи, которые мы видели сложенными на палеты в складском помещении рядом, это и были вещи из дома, которые владельцы подготовили для переезда, но так никуда и не перевезли. Ух ты, какая тут красота, ребят, смотрите. Офигеть. Нет, я только спустился. Охренительно, просто охренительно красиво. Я впервые видел такую красивую отделку в заброшенном месте. Несмотря на то, что малолетние дебилы, которые разрисовывают заброшки граффити и всячески разрушают, есть во всех странах, я был приятно удивлен, что эти картины не тронули, и они сохранились практически в первозданном виде. На обратном пути мы попали в какое-то помещение с кучей вот таких вот огромных печей. Друзья, так как я не могу знать всего, порой происходят такие ситуации, что я не знаю, что это такое, что за предмет и так далее. И вот в данной ситуации, если вы знаете, что это за печи, для чего они предназначались, я прошу вас подсказать в комментариях, а я буду учиться вместе с вами. Судя по виноградной маркировке на этом здании, особняк и склады, через которые мы проходили, когда-то давно были связаны с виноделием. Друзья, мы приехали на очередную небольшую локацию. Судя по тому, что я вижу через ворота, это кладбище самолетов. Мы оказались на маленьком частном аэродроме с брошенными самолетами. Поначалу мы подумали, что аэродром полностью заброшен, но скоро вы узнаете, почему нам пришлось отсюда убегать. Вначале издалека мы подумали, что это чья-то машина, но она оказалась заброшенной.
виден остов самолета. Можно рассмотреть какие-то детали салона. Пробираемся вглубь территории. Судя по всему, это частично действующий аэродром, потому что там Саша ходила на разведку и увидела камеру, новый самолет. Сейчас попробуем аккуратно подойти. А вот уже виден новый самолетик. Видишь, короче, камера, вон на доме сфера. Не сфера, а это Интересно, просто, эти рабочие. Да, эти рабочие. не так быстро. Вот помедленнее. А вот стоят уже новые. Сейчас я к стеночке подойду, выгляну аккуратно. Это не совсем заброшки, но тоже интересно. Открытый ангар. Пока я шел и рассказывал, почему мы не стали лезть дальше на действующий аэродром, Диму, который снимал последним, спалил вышедший из ангара человек, и нам пришлось от греха подальше быстро сваливать. Короче, не знаю, кого там Димон увидел, потому что я сразу побежал на всякий случай. Вроде говорит, что реально вышел чувак. Я нахожусь у заброшенного аквапарка. Вы только что видели, территория огорожена. Висит табличка «Приватная территория». Дырка оказалась найдена быстрее, чем мы думали. Остается вопрос наличия сторожа и камер. Ворота. Вот это здание справа выглядит более-менее свежим. Уже на подходе видно, что место невероятно атмосферное. Кадры, ребята, отсюда получится просто бомба. Смотрите. Красота. Сейчас постараюсь применить весь свой операторский талант и показать вам эту невероятную атмосферу. Погнали. Гуляя по заброшенному аквапарку, я ощущал меланхолию и восхищение. Наблюдать, как природа захватывает этот аквапарк, удивительное и вдохновляющее зрелище. Я представлял, сколько времени и человеческих усилий было затрачено на создание этого места. И теперь природа возвращает все к первозданному виду. Пустые горки и бассейны навевали визуальные образы о том, каким это место было, как здесь бегали детишки, радовались, смеялись, веселились. При этом я не мог не наслаждаться красотой того, как природа возрождает это место, как она всегда забирает свое, как только человек уходит.
Впереди нас ждало административное здание с интересными находками, и мы решили спуститься прямо по горке, заодно проверив их на прочность. У меня есть опасение, что оно может прямо под нами развалиться. Только что слышали звук, как будто кто-то открывает ворота где-то внизу. Звук цепей. Если что, будем сейчас прямо в горке прятаться. Поворот, поворот. Ну что, мы почти внизу. В бассейн прыгать не будем в этот раз. Ну вот мы внизу. Интересно, что осталось в административном здании и в кафе. Сейчас посмотрим. Раздевалки, туалеты. Даже диванчик остался. Смотрите, какая-то машинка. Уборочная, скорее всего. Вот она, машинка. Я нашел немного информации про этот аквапарк. Он открылся в 1988 году и на то время был одним из лучших. В 1993 году в другом аквапарке произошла какая-то трагедия, из-за чего погибло 2 детей, после чего власти приняли ряд законов конкретно про аквапарки. Ну тут кафе было. Я думаю, они были связаны с усилением безопасности посетителей. Все аквапарки должны были произвести модернизацию, чтобы соответствовать новым правилам, но этот аквапарк не смог этого сделать и закрылся. По словам некоторых работников этого аквапарка тех времен, причиной закрытия мог стать сам владелец, который украл все деньги и скрылся. Около 10 лет назад инвесторы предложили правительству региона сделать из этого места аквапарк для животных, но по каким-то причинам они получили отказ. Авторы идеи реализовали ее в Испании, а аквапарк и дальше продолжил поглощаться природой. О, нормальные тут журнальчики. Коллекция. Пентхаус, Плейбой. Самое интересное, лежат они возле туалета. Совпадение? Не думаю. Комната персонала плюс складское помещение. Удивительно, что здесь до сих пор многое осталось. Газовые баллоны, похоже. Да, газовые баллоны. Еще одно помещение. Бухгалтерия. Возможно, сидел директор, начальник аквапарка. Смотрите, какие-то, видимо, клубные карты. Аквалайн назывался. 92 год, ничего себе.
Тут, видимо, был кабинет медицинский, там, врача какого-то, который сидел в аквапарке. Первая медицинская помощь и все такое. Какие-то бумажки лежат. Что это? Тоже с эмблемой Aqualine. Может быть, это типа заключение дерматолога, что все типа нормально, можно купаться. Я давно не был в аквапарке, я привык на море купаться, поэтому я не знаю, как оно работает правильно. Дисконт 25%, одна персона. Здесь был ресепшн. Диплом какой-то. А вот это уже больше похоже на бухгалтерию. Смотрите, всякие бумаги. Эти, забыл, как называются эти штуки. Кстати, они закрыты. И, видимо, кто-то пытался подобрать ключ, но не смог. Раз, два. Блин, на ногу упала. И вот в этом помещении Олег обнаружил еще кое-что очень интересное. Сейф. Закрытый сейф. Я так понимаю, что у этого сейфа четырехзначное число, единица, двойка, тройка и четверка. И ты должен потом подобрать правильную комбинацию. Что, пацаны? Но комбинаций там много все равно. Да, это понятно. Сейф? Да, огромный сейф, который закрыт, его били ногами. Здесь интересно, вот такой замок с 4 цифрами, и вот это колесико крутится, и плюс ключ. Ключ, я думаю, это запасной, если ты забыл вот эту хрень, возможно. Нифига себе. За сейфом что-то есть. Так у нас теперь есть цель, да? Хрена себе, Да. тяжелый. А другой щелчок. Да, конечно. Другой щелчок. Надо сначала по нескольких открывать. Открывать. Дисконты 25%. Ага, это, видимо, объявления клеили где-то на столбах или на досках объявлений. Конечно же, это предпринял несколько попыток открыть сейф, но так как я его не брать, я не знаю, как он работает. Короче, макулатура рекламная. Крутилка внутренняя с цифрами 1, 2, 3, 4. А это такая книжечка с дисконтной картой, видимо. Silver карт, которую мы уже видели. В общем, мы решили немножко сэкономить время и проверить, есть ли в этих ящиках вообще что-либо. Сейчас вот Олег покажет, каким образом. То есть мы по звуку слышим, что он пустой. Короче, чтобы не искать долго ключ, И вот этот когда тоже. раньше начали Да. снимать, мы решили просто их потрясти и выяснить, есть ли внутри что-то. И оказалось, что ни в одном из них ни хрена нет. И в этом тоже. Слышите, ничего не колбасится. Конечно же, мы понимали, что вероятность, что в сейфе или ящиках что-то осталось, равна нулю. Но надежда сталкера умирает последней. Благодарю, что досмотрели до конца. Обязательно расскажите, как вам такой формат, когда в одном видео несколько объектов. Подписывайтесь на Telegram и смотрите эксклюзивные выпуски на Бусти. До скорых встреч!